Сейчас я вам покажу, как отрезает токарный станок без всякого крепления на станине. То есть суппорт гуляет, никаких сухарей, никаких пружинок. В разные стороны. Теперь подводим просто его. Подвел, натянул, все. Можно резать. И мы начинаем резать. Готово. А суппорт так и остался, не закреплен, болтается, но он режет. Всем привет! Хочу вам сегодня показать, как я осуществил свою такую небольшую двухлетнюю мечту. Как я заменил вот этот суппорт свой на вот этот суппорт. Он у меня всего лишь пару дней стоит. Этот суппорт, он сборный. Так, суппорт и поперечка, это с болгарского, по-моему, вдруг ошибаюсь, там можете исправить меня, поправить. С болгарского станка МУ-250. Верхняя это малая продольная с немецкого станка Хакерт Макромат. Вот. Короче, сборный суппорт. И то я взял на директ-лоте. Между прочим, совет тем, кто хочет приобрести недорогие вот такие детали. Я сейчас никого не рекламирую, я просто объясняю, как можно для самодельного станка приобрести такие детали. На директ-лоте, на Авито, я думаю, даже не суваться. Там все дорого почему-то. На директ-лоте детали от редких станков, от тех, которые мало у людей, они стоят дешево. То есть суппорт с поперечкой я взял за 3500. Малая продольная вот эта вот, она новая, она ни разу не стояла на станке. 3500 тоже. И плюс почтовые расходы, мне только почтой, потому что до транспортной 200 километров, до ближайшей. Вот, с почтовыми вот этими всеми пересылками у меня обошелся он 10 с копейками тысяч. То есть даже меньше 11 тысяч. А, например, такой же суппорт от какого-нибудь популярного станка, от ТВшки или от чего-то, он 1015 будет, только один он стоит, без всякой продольной, без ничего. А только один суппорт. Поэтому это вдруг вы надумали делать самодельный станок токарный. Поверьте, по моему горькому опыту, чем делать из какого-то там вот этого пластилинового железа, вы все равно его будете покупать. Если вы хоть что-то задумали, более-менее станок делать, вы будете покупать. Так вот, все расходы, затраченное время, все это не перекроет покупку сразу готовой детали. Тем более заводская деталь, я вам сейчас дальше расскажу, покажу, как я ее переделал под свою станину. Но работает она просто в разы лучше. Теперь он работает, отлично, мне нравится. Даже по сравнению вот с этим моим суппортом. Хотя он тоже чугунный полностью. Я им был доволен, пока не поставил этот. И тот у меня отрезал. Этот сейчас режет, точит без вибраций, но он точнее. Единственное, да, еще понятно, не заводской станок. И точность оставляет желать лучшего, конечно. Мне даже, возможно, в будущем придется разбивать, если руки желания хватит, разбивать вот этот бетон, переднюю бабку, и тогда уже выставлять его, наиточнейшее. Так. Все, поехали дальше. Впервые провожу этот эксперимент. Камеру поставил на малую продольную, на магнитном держателе от индикатора. Посмотрю, сейчас будет трусить, Сань.
приостанавливаю подачу. Смотрите, опа, вибрация какая-то. А когда постоянно подаю, все нормально. Сейчас попробую больше оборотов. 66 Гц. Ну вот такая вот получается поверхность. Вот таким вот резцом. Так, что я забился резца, вот так надо. Да. Так, а теперь попробуем ее. Так, разверну и обрежем. Вал этот был на 40, то есть вот здесь державчина, здесь на 40. Это я сейчас приготовил место для зажима. И ту сторону будем обрезать. Так, опять накосячил, камеру не включил. Отрезал кусок. А камера не включена. Смотрю, на паузе стоит. Так что все, заново. Боюсь в один проход. Вдруг державка чуть наискось стоит, сейчас сломает. Надо же шайбочку сделать, правильно? Значит, мы сейчас тут пройдем, тонкую отрежем. Вот она шайба. Понятно, что горячая. Но есть. Ну, вот он срез. Так, как бы мне сейчас вам его показать-то. Срез-то этот. О, поймала. Вот так он у меня отрезает.
теперь стало намного лучше, чем было. Нормально, почти 40-й кругляк и обрезал. Так, ну а теперь я, наверное, что? Покажу вам его устройство. Расскажу. То есть разберу. Сейчас сниму этот блок шестерен. Повынимаю клины. Не клины, упоры. Клинов у меня здесь нет. Переверну, покажу, как что сделал. Вот он, суппорт в перевернутом состоянии. Ну, в общем, все его состояние. Снял блок шестеренок. Вот он, этот блок. Вдруг кому интересно, у меня есть плейлист про токарный станок. Там есть полное описание станка. Как он делался. Потому что этот блок стоял у меня вот здесь, на этом суппорте. Так, ну вот так вот оно. Вид в перевернутом состоянии его. Так, и теперь смотрите, что. Была у меня еще такая маленькая мечта, глядя на ваши станки заводские, чтобы у меня работал он по трапеции. Но по трапеции никак, потому что вот здесь она аж идет. Сначала хотел, уже даже уголок приготовил. Думал наварить на рельсу. Глядя, думаю, у людей же работают. Но когда начал присматриваться, нет, у людей не работают они как надо с уголками этими обычными. И поэтому единственная плоскость, которая дала мне, ну, на мой взгляд, перпендикулярность, это вот этот вот угол. Вот. Он упирается в рельсу, в станину. Вот, это на всем суппорте, это единственная плоскость, на которую мне можно было опереться для получения перпендикулярности. И поэтому я на нее только оперся. То есть у меня получается вот эта рабочая часть, по станине ездит, здесь упирается в рельсу. Дальше поджимы. Ну, на поджимы вот эти, ну, то есть они вот этой плоскостью, они не касаются рельсы. Здесь я уже ставлю сухари. Так как у рельсы угол наклона там внизу 30 градусов, то я выточил вот такие вот сухари чугунные. И они теперь одеваются на этот болт. И по мере затяжения болта поджимают к рельсе суппорт. Один и второй. Потому что в моем случае, я думаю, прижим рессора с подшипниками не сработает. Так как на обычных станках-то, на заводских, так, где показать, вот здесь. Здесь-то у вас параллельные плоскости, то есть поджимать можно, а у меня здесь скос 30 градусов. И поэтому, ну, она тянуть будет, короче, не туда, по-моему. Не будет тут рессора работать. Ну и вы видели, что работает и так, такой вариант. То есть вот так, один и туда второй. В двух точках крепится. Так, вот эта часть, что по плоскости, видите, я маркером наметил. Вот она сейчас, вот, ну сколько, буквально 2 дня я поработал на нем, как собрал. Еще толком не регулировал, сильно не выставлял, не дорабатывал. Надо будет передний еще сухарь дорабатывать. Вот, короче, как оно взялось, видно. Ну, по всей плоскости лежит ровно, это уже хорошо. А вот здесь уже, из-за того, что я не смог здесь делать, мне пришлось в самом корпусе, то есть вот фартук, или как называется, не фартук, ну, короче, суппорт, вырезать пазы. То есть я их вырезал до тех пор, пока подогнал резец ровно, чтобы стоял. Ну, посередине детали заготовки. Потихоньку, помаленьку я это дело вывел. И вот теперь тоже, видите, и здесь еще добавил пластину, потому что здесь пустота внутри. И получается что? Получается вот этот край возле, короче, возле оси работы, скажем так, упор хороший. А здесь этот край получается далеко. И хоть это и чугун, но думаю, вдруг он прогибаться будет. Поэтому добавил внутрь еще вот такую пластину, тоже подкрасил ее. Чугунная, тоже чугунная. И вот видите, как она берется уже. То есть она здесь уже взялась. И вот дальше, вот она видно, по чуть-чуть, понемножку она все равно берется. То есть во время работы она все равно возьмет свое место, вытрется сколько надо.
А здесь берется хорошо. Здесь и здесь. То есть на 4 точках он у меня стоит, на крайних по-любому. И плюс добавочное вот это. Не знаю, может быть сделаю полностью на всю длину. Хотя сложно будет вывести. Короче, с этим разобрались. Ну и все, наверное. По идее. Здесь все рассказал. Так, выработка на старом суппорте. Вот какая выработка, ну не выработка, а во всяком случае, как здесь взялось все за 1,5 года работы. Вот смотрите. 1,5 года елозил по рельсе. А вот задняя часть. Тоже видно, что бралась она везде, по всем краям. Но у меня еще и здесь вот эта рабочая плоскость была. То есть прижималась вот так. У меня здесь клин был, вот здесь вот. С этой части, с передней части у меня был клин. Поджимался. И он поджимался не туда под угол 30 градусов, а вот по этой вот плоскости он сжал. Он то есть на себя тянул вот так вот суппорт. Не вниз, как сейчас вот я сделал, чтобы вниз тянуло, он не выпрыгивал. Он у меня был вот так. И поэтому я делал упорную вот эту вот, то есть вот это, ну, по ней перпендикулярность была, по этой части. Так, ну а передний прижим у меня вот такой вот. Тоже постарался более-менее сделать 30 градусов. Он еще не доработанный. Он еще, видите, черновой. Просто не терпешь было испробовать. А собрал уже лень было разбирать. Его надо дорабатывать. Но главное, что я пока специально его сделал здесь с провалом внутри, чтобы брал только краями. Там, где я его прижимаю винтами. Вот они. Вот он один винт прижимной. Вон он другой винт прижимной. С этой стороны вот так оно выглядит. Гайкой контрагается потом. Вот. И сейчас берутся только края. Я думаю, мне, возможно, этого и хватит. Краями придавливает. То есть, опять же, на 4 точках. Там 2 точки, здесь 2 точки. Все это прижимается вниз и еще тянет на себя. Возможно, хватит. А там по мере выработки буду смотреть. То есть я его просто приведу в божеский вид. И все. А вот тут внутри уже точить ничего не буду. Наверное, пойдет и так. А сейчас я хочу показать вам, вернее не показать, попробовать одну глупую идею. Я сейчас суппорт просто положу на направляющие, на рельсы и попробую точить. Без сухарей, чтобы он просто лежал и все. Попробуем сейчас. Итак, что имеем? Неприкрученный суппорт. Совсем. Опа! Совсем. То есть в разные стороны он болтается. Руляк 20-ка. Подвожу. Ну и пробую точить. Если, конечно, сейчас что-нибудь не улетит в мою сторону. Так, надо вам приблизить. Что ж сейчас получится. Поехали. Добавим оборотов.
еще захотелось добавить. Точит. Так, суппорт не закреплен. Гляньте. Здесь повибрировало немного, потому что уже и длинновато, ну и понятно, без крепления. Но все равно, без всякого крепления, он точит, болтаясь в разные стороны. Сейчас еще одна идея. Сейчас попробуем ее отрезать. Ну что, суппорт не закреплен, как и раньше. Пробуем резать. Пододвигаем. Так, приближаем вам. Ай, сильно. Не хочет ловить. Ну вот так, пойдет. Ну, пробуем резать. Ну вот, за один проход получилось отрезать. И вы слышали, никаких вибраций, никаких стуков, ничего. А суппорт не закреплен. Суппорт играет. Суппорт поднимается. Там, сям. Я боялся, как бы его на меня не опрокинуло, когда я резать начал. Все работает. Ну и на этом фоне заканчиваю я свое сегодняшнее видео. А вам хочу пожелать, господа самодельщики, дерзайте и все получится. Главное не останавливаться. Если один раз не получилось, второй получится. Во второй не получилось, в третий получится. Главное не опускать руки. И будут у нас и станки, и отлично выточенные детали. Всем удачи, пока, здоровья.